Джавелина, или ошейниковый пеккари, по внешнему виду напоминает свинью, но при этом относится к отдельному семейству пеккариевых и значительно отличается от свиней по многим характеристикам. Длина тела джавелина достигает 120 сантиметров, масса 30 килограмм. Ареал простирается от Северной Аргентины и Бразилии до Мексики и юго-западной части США, в том числе штатов Аризона, Техас и Нью-Мексико. В отличие от простого желудка свиней, желудок джавелины трехкамерный и позволяет эффективнее переваривать растительность, составляющую основу ее рациона. В засушливых областях важным источником пищи являются кактусы. Чтобы избавиться от острых колючек, джавелины обламывают их при помощи своего рыла. Однако больше всего их интересуют не стебли кактуса, а его плоды. Джавелины регулярно вступают в схватки с сородичами. Главным оружием являются огромные и очень крепкие клыки. Причем верхние клыки джавелин не загибаются вверх, как у свиней, растут прямо и достигают 5 сантиметров в длину. Обычно такие бои длятся недолго и не приводят к серьезным травмам. Но иногда поединки бывают настолько яростными, что заканчиваются смертью одного из бойцов. Очень часто причиной драки становится вкусная еда. Но не всегда стоит отвечать агрессией на агрессию. Несмотря на воинственный характер, джавелины очень привязаны к членам своего стада и коллективно защищают друг друга от нападений любых хищников. Хищники средних размеров, такие как рыжая рысь или койот, практически не представляют угрозы для взрослых джавелин. Одним из их главных врагов является пума. Тем не менее, даже очень крупная пума не имеет шансов на победу в схватке со стадом разъяренных джавелин. Но и одинокая джавелина также бесстрашна, отлично вооружена и готова к дуэли даже с ягуаром.
У каждой джавелины на спине есть специальная железа, выделяющая вещество с сильным запахом, напоминающим запах скунса. Оно используется для мечения территории и позволяет членам стада узнавать друг друга по запаху. Джавелины обладают развитым интеллектом и способны решать довольно трудные задачи. Например, добраться до еды, спрятанной в закрытом мусорном контейнере. Многие джавелины практически не боятся людей и часто заходят в населенные пункты, где представляют серьезную опасность для домашних животных, например, собак. Людям также стоит быть осторожными, поскольку джавелины часто нападают без предупреждения и своими клыками могут нанести очень глубокие и опасные раны. При неожиданной встрече с джавелинами лучшим решением будет медленно отступить на безопасное расстояние, не поворачиваясь к ним спиной. Многие люди научились мирно уживаться с дикими джавелинами и даже подкармливают их различными лакомствами. В стаде джавелин обычно присутствует несколько самцов, но только доминирующий самец имеет право спариваться с самками. Беременность у джавелин длится около 5 месяцев, после чего рождается от 1 до 4 детенышей. Они питаются материнским молоком около 3 месяцев и быстро растут. Примерно в годовалом возрасте джавелины достигают половой зрелости и могут либо остаться в родном стаде, либо покинуть его, чтобы создать новое. Джавелины очень выносливы и отлично адаптируются к неблагоприятным условиям среды, а также взяты под охрану во многих странах, благодаря чему их численность в настоящее время довольно высока. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и написать свои впечатления в комментариях. На сегодня все. Всем пока!